Легенды, тайны и исторические загадки – все это объединяет историю о загадочных прудах и каменных пещерах Шонаньхай. Это удивительная история не только о древних сооружениях, но и о людской страсти к познанию, о попытках понять то, что кажется невозможным, о смелых исследованиях и открытиях, которые потрясли умы ученых всего мира. В течение веков жители одной небольшой деревни в Китае наблюдали за прудами, которые казались бездонными. Их глубина оставалась загадкой для всякого, кто пытался понять ее. Множество попыток измерить их составляли лишь безуспешные эксперименты, поскольку вода казалась бесконечной. Люди говорили о чуде, о магии, о присутствии сверхъестественных сил, а один молодой ученый, Ву Анай, решился поставить точку в этой загадке. Жители оригинальной деревни с незапамятных времен полагали, что их пруды – это нечто мистическое. Они считали, что в этих водоемах дремлет огромное таинственное существо, или что они являются частью заброшенной магии или божественного завета. С давних времен единственным способом определения глубины водоема было использование бамбуковых шестов. Эти шесты, как и раньше, казались магическими. Казалось, что воды скрывают недостижимую глубину. Жители пытались погрузить бамбуковый шест, настроившись на то, чтобы дотянуться до дна через толщу воды. Но всякий раз, когда шест доходил до определенного уровня, концы оставались чистыми и сухими. Это означало, что глубина превышала возможности одних из самых простых измерительных инструментов. Они начинали сопоставлять эти результаты с различными теоретическими расчетами, но все они не давали ответа. Положа руку на сердце, многие говорили: это бездонные воды, как пропасть. В течение нескольких веков их предков никто не смог понять сути этого явления. На протяжении многих поколений жители использовали другие методы. Вытягивали плот, чтобы по нему менять уровень воды, чтобы понять, есть ли внутри что-то существенное. Но специфика прудов была такова, что вода либо уходила через природные отверстия, либо они полностью наполнялись дождевой водой. Все это делало невозможным точное измерение глубины, и это добавляло еще больше мистики. Говорили, что в этих водоемах скрыты не только тайны, но и врата в иной мир, способные открыть путь к невиданным далям. Легенды и легенды, рассказы о страшных случаях и необъяснимых исчезновениях – все это укрепляло веру в то, что пруды – это место, где пересекаются границы между настоящим и легендой. Местные жители также заметили странные свойства воды. Некоторые утверждали, что вода в прудах никогда не зацветает, и не зацветает даже при сильной жаре и людском скоплении. Другие говорили о том, что вода в водоемах кажется прозрачнее, чем в обычных озерах, и содержит нечто большее, чем просто воду. Были случаи, когда несколько человек, поохотавшись рядом с прудами, ощущали необычайную свежесть и спокойствие, а некоторые даже называли этот эффект «дыхание древних». Ведь в глубинах воды могла затаиться некая загадка, скрытая от глаз и разума. Это было также подтверждением того, что эти пруды отличаются от других водоемов. Их глубина и происхождение казались недосягаемыми для объяснений, исходящих из современного понимания природы водных объектов. Множество попыток, даже с помощью примитивных археологических методов, не давали результатов. В течение веков эти загадочные водоемы оставались неразгаданной тайной, породив легенды, которые передавались из поколения в поколение. Рассказ о том, как в один из дней в пруду поймали гигантскую рыбу весом около 18 фунтов, около 8 килограммов, стал важным звеном в истории их изучения. Это событие не только ошеломило жителей, но и привело к новым вопросам.
Как такая крупная рыба могла жить в воде, которая оказалась слишком мелкой или слишком глубокой, чтобы там могла обитать такая живность? Это было первым таинственным свидетельством того, что пруды — это не просто естественное образовавшееся озеро. Гигантская рыба — свидетельство того, что внутри скрытия находится нечто необычное, что выходит за рамки обычных природных закономерностей. Бывшие простые водоемы могли скрывать под собой сложнейшие системы, о которых ранее никто и не подозревал. Этот зацеп за реальность стимулировал многих ученых и исследователей отправиться в экспедиции, чтобы узнать, что же еще скрыто в недрах этих загадочных прудов. Вуанай, наблюдая за этим событием, понял – это лишь верхушка айсберга. Если там, в глубине, спрятана огромная рыба, может скрываться что-то гораздо более важное. Те тайны, что могут перевернуть наши представления о древней истории, о цивилизациях и о загадках, оставленных предками. Это открытие стало отправной точкой для более масштабных и целенаправленных исследований, в которых было решено осушить хотя бы один из прудов и покопаться в его тайнах. После многочисленных попыток, исследований и гипотез, Вуанай убедил местных жителей в необходимости провести радикальные действия. Для этого ему понадобились деньги, оборудование, водяной насос и материалы для строительства временной платформы. Он уверен, расположение и структура пруда скрывают нечто большее, чем просто воду. Он настаивал на том, что момент пришел, чтобы разрушить мифы и приближиться к истине. Многие жители были скептически настроены. Они боялись, что разрушение пруда может привести к экологической катастрофе или к тому, что исчезнут уникальные свойства воды. Однако он настоял, и в конце концов согласие было получено. В течение следующих 5 дней шла непрерывная работа. Настроение было напряженным. Каждое движение, каждый сантиметр работы приближали к событию, которое перевернет их мир. Наконец, спустя 17 дней работы, воды было полностью удалено из Д. Перед исследователями открылась невероятная картина. Под водной поверхностью скрывалась рукотворная лестница из камня. Лестницы были выполнены так аккуратно и точно, что это было невозможно сделать природой. Они вели к некой тайной части подземелий, к структуре человека. Эта находка стала настоящим откровением. Кто и зачем создавал эти лестницы, Какая тайна скрывалась за их образованием? Эти вопросы стали предметом бурных обсуждений среди ученых и археологов. Но самое главное, эта находка явилась доказательством, что внутри пруда хранится нечто гораздо более ценное, чем простой водоем. Работы по осушению пруда заняли более 3 недель. После их завершения работающий исследователь Вуанай спустился по вертикальным лестницам, ведущим в подводное пространство. И что он увидел, превзошло все ожидания. Перед его глазами открылась огромная, поистине гигантская подземная пещера. Размеры невероятно впечатляли. Потолки достигают 26 футов, около 8 метров, в высоту, а площадка внутри около 111 футов, примерно 34 метров в длину. Она была наполнена каменными колоннами и узорами, вырезанными прямо в камне. Внутренние поверхности пещеры были покрыты следами инструментальной обработки, глубокими долотами, что говорило о том, что некогда тут работала элита древних строителей. Каждая стена, каждое отверстие говорило о мастерстве и инженерной мысли. Все преподносило загадки о том, как эти магические сооружения были созданы. Погрузившись в исследования, Вуанай и команда ученых начали детально изучать структуру пещеры. Размеры поражали. Самая маленькая пещера, обнаруженная внутри комплекса, имела площадь около 59 футов, около 18 метров. Наилучшая – 111 футов.
34 метра. Высоты потолков достигали 26 футов. Внутренние ширины около 50-60 футов. Точные размеры показывали, что строители обладали значительным инженерным мастерством, умели возводить сложные конструкции без современных технологий. Главной особенностью было то, что каждая пещера стояла отдельно, не соединяясь с соседними проходами. Они представляли собой отдельные автономные единицы, что говорит о чрезвычайной точности проектирования. Между пещерами было примерно 50 сантиметров, иногда чуть больше или меньше, что еще больше удивляло исследователей. Все конструкции показывали высокий уровень технического мастерства и точности. Стены и многие поверхности внутри пещер были покрыты удаленными следами резьбы, неровными долблениями, что свидетельствовало о создании значительных структур, возможно, для хранения или ритуальных целей. Никаких следов соединений или водопроводных систем не было обнаружено. Весь комплекс работал на ограниченной системе. Конечно, продолжу и расширю каждую главу, добавив больше деталей и полноты, чтобы все было в 3 раза длиннее и насыщеннее. Один из самых сложных вопросов: откуда взялись эти огромные структуры и каков их возраст? В течение десятилетий специалисты ищут подтверждение или опровержение различных гипотез. Это более чем важный момент, потому что археологические находки могут изменить наше отношение к истории древнего Китая и даже всего человечества. Для определения возраста и происхождения проводились радиоуглеродные тесты, углеродный анализ остатков материалов, а также датировки с помощью современных технологий, например, датирование по термолюминесценции и анализ слоев осадков. Эти исследования показали, что строительство этих пещер произошло примерно в 230 году до нашей эры, то есть более 2500 лет назад. Такой древний возраст делает их одними из самых ранних подобных сооружений в Северной Азии. Интересно, что все найденные инструменты, осколки долот и каменных клиньев свидетельствуют о наличии у строителей очень развитых навыков каменной обработки, однако, похоже, они не использовали металлы или электрические инструменты. Это также удивительно. Отсутствуют следы электрификации, а инструменты исключительно каменные, что усложняет определение методов обработки и технологии строительства. Кроме того, в пещерах не обнаружены никаких следов от ожогов, огня или остатков каких-либо ритуальных предметов. Все это наталкивает ученых на предположение о том, что эти строения имели скорее утилитарное или же сакральное назначение, а не служили жилищами или гробницами. В любом случае, возраст построек завораживает. Он превышает даже такие знаменитые древние памятники, как античность или европейский каменный век. Важно отметить, что камень, использованный при возведении пещер, и материалы, использованные в их конструкции, не отмечены следами транспортировки на большие расстояния. Это свидетельствует о том, что все сооружения могли быть построены вблизи карьера или месторождения, где добывался необходимый материал. При этом нет следов разрушений или повреждений, указывающих на войны или осады. Строители, судя по всему, обладали пониманием сложных инженерных принципов и высокой культурой. Также инженеры заметили, что внутри сооружения существует сложная система дренажа, которая, по всей видимости, обеспечивала влажность и защиту от разрушения. Вода оказывала важнейшую роль в конструкции и сохранности пещер, помогая поддерживать влажность и предотвращая вымывание и разрушение. Самое удивительное в этих пещерах – их прочность и устойчивость. Столбы, колонны и стены – все это делалось с фантастической точностью. Исследователи оценили, что каждое опорное сооружение может выдержать более 500 000 фунтов, около 226 тысяч килограммов веса. Для сравнения, это
вес современной грузовой машины. Как могли древние строители добиться такого уровня инженерных знаний? Почему им удалось возвести такие массивные и точные конструкции, несмотря на отсутствие электрики, современного оборудования и технологий? Ответ кроется в потрясающем мастерстве, системах измерений и использовании природных свойств камня. Древние мастера, по всей видимости, использовали сложные методы, например, измерительные инструменты из камня или дерева, а также знания о свойствах материалов. Они могли точно резать камень под определенными углами, создавая идеально плоские поверхности, и строить из них долговечные конструкции. Еще одним важным аспектом было то, что внутри пещер обнаружились каналы и системы отвода воды, что свидетельствует о разработанных системах водной дренажи и отведения избыточной влаги. Это подтверждение того, что древние строители тщательно продумывали каждую деталь для обеспечения долговечности сооружений. Стены и потолки всех пещер выполнены с высокой точностью. Расстояние между стенами, иногда менее 50 сантиметров, говорит о не только мастерстве, но и о необходимости продуманного проектирования. Время, затраченное на такую работу, говорили о командных усилиях и развитом обществе, способном реализовать подобный масштаб. Многие внутренние поверхности внутри пещер покрыты следами ручной обработки, глубокие борозды, резьба и следы долот. Это говорит о том, что внутри пещер проводились работы не только по их созданию, но и по их последующему использованию, возможно, для хранения холодных или обработанных материалов, или же для проведения ритуалов. История происхождения этих пещер остается одной из самых больших загадок. В эпоху, когда они были построены, в архивах, текстах и хрониках их нет, как будто исчезли из истории. Некоторые предполагают, что их создатели были частью исчезнувшей цивилизации с высокоразвитой технологией, давно утраченными знаниями и культурой. Археологи предполагают, что записи о строительстве и использовании этих пещер могли быть намеренно уничтожены или уничтожены со временем. Возможно, что эти сооружения были созданы в период, когда цивилизации еще не оставляли записи, либо их создатели имели свою форму письменности, которую мы потеряли. Еще одна гипотеза, что эти сооружения были построены до появления письменности вообще, или были частью мифов и легенд, рассказанных устно, а впоследствии забытых. В целом, эти пещеры – бесценный источник информации о древней эпохе, которая явно была более продвинутой, чем принято считать. Почему их никто не упоминает в древних письменных источниках? Это остается одним из главных вопросов. Эксперты рассуждают о возможности сознательного сокрытия информации или о недоступности письменных свидетельств в связи с утерей исторических документов. Также есть версия, что эти строения были созданы в очень древние времена, возможно, еще до распространения письменности в регионе, и потому не вошли в более поздние источники. Обнаруженные материалы свидетельствуют о отсутствии металлов, используемых для обработки камня. Следов бронзы или железа при исследовании не обнаружено, что ставит под сомнение предположение о развитой металлургии. Но при этом, как же они смогли совершить такую точную работу? Искусство обработки камня в древности было очень развитым, и древние мастера использовали наиболее простые, но эффективные методы. Абразивные пасты, долото, вибрационные инструменты, трение камня о камень. Кроме того, исследователи нашли следы использования воды для охлаждения и смазывания инструментов. Это подтверждает гипотезу, что в технологии применяли сочетание механических и гидравлических методов.
Также стоит отметить, что размеры и форма отверстий демонстрируют наличие сложных систем измерения. Возможно, использовались водяные уровни, устройства, основанные на свойствах воды сохранять уровень. Подобные инженерные хитрости были известны и в более поздние времена, например, в египетских и римских культурах. Однако для периода, когда, судя по датировкам, строились пещеры, такие технологии еще только начинали происхождение. Следы инструментальной обработки, датируемые около 230 года до нашей эры, могут свидетельствовать о наличии сложных технических знаний у древних строителей, утративших свои рукописи и знания со временем. Каждая из них остается гипотезой, а созданные конструкции и их масштабы наводят на размышления о продвинутых технологиях и культуре, которых человечество зачастую недооценивает. История этого комплекса не ограничивается только пещерами Шананьхай. В 2000 году неподалеку обнаружили комплекс гротов Хуашань, который содержит следы обработки камня, долот и декоративных узоров. Эти пещеры датируются более поздним временем, XVI веком. Их архитектура и дизайн очень похожи на более древний комплекс, что вызывает вопросы о возможной связи. Многие ученые задаются вопросом, являются ли пещеры Хуашань меньшие или поздние вариации структуры Лунгу, или же результат культурного наследия более древних цивилизаций. Может быть, эти гроты являлись частью общего комплекса, или же создавались той же командой древних архитекторов, чьи знания и технологии были утеряны. Также существует теория, что эти находки – остатки древних лабораторий, хранилищ знаний или даже слушателей для проведения секретных ритуалов, но подтверждения этим гипотезам пока нет. Несмотря на все усилия ученых, всех современных технологий и теорий, назначение пещер Лунгу остается загадкой. Почему столько сил было затрачено на их возведение? Какие знания и техники использовались для такого точного и долговечного строительства? Почему в архивах о них ничего не сохранилось? Пока есть только гипотезы и предположения. Некоторые считают, что эти сооружения – межпоселенческие или межпланетные маяки, другие – что это священные хранилища воды, предназначенные для поддержания жизни в отдаленных эпохах или катаклизмах. Многие исследователи полагают, что это девятое чудо света, уникальный памятник древней инженерии и культуры, которая потеряна во времени. Остается только надеяться, что новые технологии, развитие археологии и междисциплинарные исследования смогут раскрыть сокровенные тайны этих каменных пещер. Хоть настоящее раскрытие всех тайн еще впереди, история о загадочных прудах и пещерах Шананьхай – одна из самых красивых и мистических страниц в книге древней истории человечества. Эти сооружения вызывают восхищение у ученых и простых людей. Они вдохновляют продолжать поиски знаний, разрушая границы возможного и нереального. Многие считают их девятым чудом света. Они стали символом человеческой гениальности, высокой инженерии и бесконечного поиска истины. Пока одни лишь фантазируют и размышляют, другие продолжают работать, чтобы создать новую страницу истории, полноценную, правдивую и достойную будущих поколений.